Всем привет! Наконец-то я добрался до момента рассказа о своем люнете. В данный момент вы видите полностью законченный комплект деталей, необходимых для его сборки. Обзавестись люнетом я собирался практически с первых дней, как у меня появился токарный станок. Принципиально хотел именно роликовый люнет и сразу же намеревался изготовить его самостоятельно. Но так получилось, что работы по этому люнету происходили фактически на протяжении около 10 месяцев, хотя с виду ничего сложного здесь нет. В данном случае используется довольно много фрезерных работ, помимо токарных. Я думаю, вы знаете, что бывает еще и другая компоновка, где больше токарных работ, чем фрезерных. В итоге, в рамках одного из предыдущих роликов вы уже видели его в работе. Он был успешно испытан, после чего окрашен и приготовлен уже к окончательной сборке. Начал изготовление, конечно же, из подручных материалов, но под руки попались только лист толщиной 16 мм и фланец с крепежными отверстиями, угол между которыми явно далеко не 120 градусов. Но запасов металла на тот момент было совсем мало, и центральное отверстие я решил не растачивать, а вырезать. Для этого действия нашел в запасах кучку листов и начал выбирать из них наиболее подходящий. Очень и очень много времени я потратил на примерку и подгонку того, что хочу получить. Какие только размеры я не замерял и не прикидывал. Как бы я ни старался каждый раз изготавливать все на глаз, в итоге все равно стараюсь следовать старой пословице: 7 раз отмерь, 1 раз отвешь. Ну и в итоге, после нескольких часов периодически потраченного времени, я все же нанес разметку и начал резать. В рамках подготовки к процессу отрезания изготовил специальную оправку и прикрепил ее к листу. Конечно же, экономия металла была не единственной целью. Самое ведь главное — эксперимент, целью которого было воспроизведение торцевого вырезания. Для того, чтобы лист смог вращаться в токарном станке, обрезал уголки. Также подготовил поверхность для обработки, удалив черновым шабером окалину, ну или по крайней мере сбив основное ее количество. Пластинка в шабере ВК8. Установил пластину через заправку в станок и проточил обычным проходным резцом ее плоскость. Сделал это для того, чтобы не поломать вот такой специально подготовленный для торцевого вырезания резец, отбьющий торец деталей. Для маленького слабого станка типа ТВшки данная операция и так является настоящим испытанием. Поэтому никуда не тороплюсь, пытаясь подобрать наиболее подходящий режим, при котором станок развалится позже, чем успеет отрезать эту деталь. Полностью миновать дробление при этой операции, конечно же, не получится, но некие микродробления, в принципе, ничего плохого не сделают. Вот и долгожданный конец. Все получилось. Как можно заметить, в итоге я прижал деталь через центральное отверстие вращающимся центром.
Что я действительно упустил, так это забыл снять фаску. Хотя бы с одной стороны. Демонстрирую итоговую конфигурацию резца. Точил, как обычно, по-быстрому, без всяких оправок. Наждак и алмазный диск. Из-за подкаленных краев металла обе пластины пришлось хорошенько отжигать перед обработкой. Одна сторона готова. В итоге поверхность получилась неплохой. Прошелся по пластине моим черновым шабером. Сейчас моя задача выровнять геометрические размеры этой детали, так как отрезалась она болгаркой. Все стоит четко. Однако
Запас по высоте получился в 3 десятки. Мало ли я захочу подшабрить. Износ станины в правой части и так далее и тому подобное. На левой стороне у нас тут запас под прижимной болт, чтобы не вырезать пластину внутри, для того чтобы туда входил ключ. Это здорово ослабит конструкцию. Я решил сместить прижимной болт. А тем временем у нас уже наступила зима, и у меня появилась ВФГ. И недостаток поперечного хода стола теперь можно компенсировать буквально одним движением. В итоге на радостях выставляю деталь и делаю первый проход. И только после этого понимаю, что действий все же должно быть два. А второе действие заключается в том, чтобы затянуть обратно винты, удерживающие хобот от смещения. Фреза под нагрузкой вытянула хобот, и паз получился кривой. В данном случае это, конечно, не страшно, взяты были несколько соток. Передаточное число редуктора этого стола равняется 1 к 90. Соответственно, чтобы мне разделить на 3 сектора, нужно всего лишь делать по 30 оборотов. Для этого не нужно никаких делительных дисков.
Решил не точить цельные винты с накаткой, сделал из гаек и обычной строительной шпильки, сварив вместе. В процессе случайно поломал первую такую пластину. И также хочу обратить внимание, что здесь применяется именно воронение, горячее воронение, а не закалка. Далее произвожу финишную примерку, намечая точки, где нужно подкорректировать размеры пластины. Времени на все это убито очень много, но взамен получено бесценное количество опыта. Единственная проблема, выявленная на этапе тестирования, была в том, что вот эти канавки лучше делать чуть глубже. Но у меня здесь запаса почти нет, да и проблема эта в общем-то не критична, просто нужно периодически очищать попадающую сюда стружку мелкую. Такое бывает. Основным материалом у меня здесь выступила пластина металлическая толщиной 16 мм. После обработки здесь осталось около 15. Долго сомневался по поводу толщины, но полностью оправдались мои надежды. Также и основание, и прижимная планка были изготовлены из этой же пластины. Рейки изготовлены из 12 мм стали. Ну, все остальное сварочно-токарные работы. Крепеж основания выполнен на двух болтах М8. Сварку я здесь применять не стал. Шпильки для реек посажены на горячую и вдобавок прихвачены точечно с обратной стороны.
Каждая рейка и ее посадочное место пронумерованы. Небольшое уточнение по поводу минимального диаметра зажимаемой детали. Вот это сверло 4 мм. Как видите, оно сюда не проходит. Довольно увесистое металлическое изделие. Вот такая конструкция в итоге получилась. Я думаю, вы еще не раз увидите его в работе. Всем спасибо за просмотр. До свидания.